оторвалась вот эта вот часть педали. Вот я уже снял ее. Получается часть каретки. То есть надо менять каретку. Вот так вот, для того, чтобы снять, мне понадобится вот такой вот инструмент. Ну, для начала мне нужно вкрутить сюда вот эту ось инструмента. Вот вплотную я вкрутил. И вот этим вот механизмом мне нужно просто отжать часть вот этой штуки, которая застряла. Вставляю до упора и вот так вот ключами отжимаю. Можно взять еще ключ на 17. И вот таким вот движением вот эта вот штука снимается. Все, дальше мы откручиваем этот механизм. Собственно говоря, педаль у нас освобождена. Теперь нужно отжать шатун со стороны звездочки. Вытаскиваю отверткой вот эту заглушку. Дальше беру этот ключ и выкручиваю. Мне надо выкрутить болт. Я уже тут открутил его частично. Сейчас уже откручиваю руками. Вот болт шатуна я выкрутил. Вот он. Теперь вкручиваю в это гнездо вот этот ключ. Вкручиваю гнездо до упора. Помогаем. Беру ключ на 17 и помогаю до конца вкрутить. Теперь вставляю вот это приспособление, вкручиваю до упора. Так, опять можно взять ключ на 17 и отжимаю. И можно взять первый номер, потому что ключом у нас там вначале очень туго идет. Отжимаем вал. Этот ключ еще можно 17 попробовать отжать. Это оно уже идет без проблем. Оп, так вот эти отжимаются. Вот так вот мы добираемся до каретки, отжимаем со стороны звездочки шатун таким образом. Так, далее для снятия каретки мне понадобится вот такой вот ключ. Он, видите, с такими зубцами. Нужно установить вот сюда и откручивать против часовой стрелки. Я уже вот открутил. Естественно, если мы хотим, чтобы оно уже шло, помогаем ключом. Вначале первым номером срываем. Я уже сорвал. И теперь я вручную выкручиваю эту каретку. Или вал оси. Осевой вал. Дальше он, видите, идет вручную. Вот. Как с одной стороны нужно открутить. Вот видите, что он из себя представляет. Так развернуть, и с другой стороны тоже нужно открутить. Так, со стороны звездочки откручиваем по часовой стрелке. И, собственно говоря, вот я снял эту каретку, которая была сломлена. И мне нужно поменять эту каретку на другую. Перед сборкой обязательно здесь нужно все протереть тряпочкой, потому что очень много грязи создается. В принципе, протер. Это на полу сколько грязи. Так, и вот я уже приобрел новую каретку. Значит, перед тем, как устанавливать новую каретку, нужно смазать здесь вот внутри. Я беру обычный солидол.
смазываю вот эти вот места внутренние. Вот здесь оно все должно быть зачищено. Так, далее завожу каретку со стороны звездочки. Нужно ставить. Так вот. Закручиваем против часовой стрелки. Вначале руками, потом уже используем ключ. Хорошо прижимаем первым номером. Так вот. Упор закручиваем. Так, также смазываем подшипник солидолом. Как один подшипник, так и второй. Я уже одну часть в ту сторону смазал. Вот, наношу на эту часть подшипника солидольчика для лучшего, как говорится, эффекта. И закручиваю каретку уже по часовой стрелке. И также контрагайкой нужно прижать. Вот я уже прижал и ключом подтягиваю. Все, каретка у нас вращается корректно. Так, теперь осталось одеть шатуны. Вначале одеваем шатун со стороны звездочки передней. Так, следим за тем, чтобы цепочка зашла. Так, со стороны звездочки я одел. Одевается все просто. Берем, вставляем шатун, так, чтобы он был в противоположную сторону. Вот. И далее берем солидол и закручиваем. Так, и теперь закручиваем ключом обычным до упора. Вначале вручную можно, ну, а потом уже помогаем газовым, можно ключом или каким-нибудь. Подойдет ключ на 15. У меня с собой нету ключа на 15. Газовый ключ. Так вот до упора прижимаем это все дело. Так вот я этот болт закрутил до затяжки, конечно. И одеваю эту вот пластмассовую заглушку. Все. Педали у нас стоят ровно. Никаких шатаний нету. Все отлично сделано. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Я на них с удовольствием отвечу. Всего доброго, до новых встреч.